Представители знака зодиака Лев. Мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События на пороге января. 3 главных события первых 2 недель, начала года, начала месяца. Давайте узнаем, как начнется сам по себе январь и каковы подсказки карт, как карты видят для вашего знака зодиака развитие событий. Планетарно же развитие событий может быть таким образом, что за счет Меркурия, который 2 числа выходит 2 января из ретроградного движения, здесь можем получить ускорение по тем или иным вопросам. Вообще, как будто времени на долгие сборы, подготовку, на раскачку какую-то у нас не будет. И, может быть, те вопросы, которые задерживались или становились на паузу где-то с периода 13 декабря 2023 года, вот как раз до 2 января, здесь могут ускориться. Или какая-то оказия у вас, может быть, не случайная случайность в вашей жизни появится решить тот или иной вопрос. Или какая-то история, может быть, которая тоже своего рода как на паузе стояла, может получить развитие. Одним словом, новые возможности приходят. Это планетарно. Сейчас мы узнаем, что думают карты. И первые 2 карты мы с вами достанем. Что придет? Спросим. А что уйдет? Что будет неактуально для вас? 3 главных события. Первое событие. Как видят карты, второе событие. И третье событие. Давайте узнаем, что же придет. Уверенность в себе, уверенность в собственных силах. У кого-то, конечно, может проиграться контакт с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог. И неважно, что у нас выпадает король, может быть, это не обязательно мужчина, у кого-то это может быть и женщина, хотя у кого-либо из вас это может быть ваш партнер, мои дорогие, партнер по браку. Короли Пентаклей иногда идут как наши близкие. Это тот человек, который вас может поддерживать, может и материально какой-то ваш проект, может быть, ваше хобби или творчество ваше, ремесло, поддерживать в плане самовыражения, самодостаточности, помогать, может быть, сменить даже сферу деятельности. Такое может проигрываться, потому что по пентаклевым картам двора это идут те люди, которые сделали себя сами. Поэтому где-то вот такая энергетика, вы как будто, мои дорогие львы и львицы, можете в ней быть. Или, повторюсь, это правда контакт с человеком, который очень здравомысляще смотрит на жизнь. Его сложно выбить из колеи, его сложно застать врасплох, потому что он всегда предполагает, что будут постоянно изменяться события. Он ставит себе какую-то основную цель, и он к ней идет. А вот планы какие-то мелкие он всегда готов подкорректировать. Это может быть, повторюсь, как для вас. Именно вы будете больше в таких прагматичных где-то энергиях. Или по этой карте вы можете заниматься обустройством дома, что-то в своем жилище переделывать с большей комфортностью, чтобы вам было приятнее там находиться, или заниматься вопросами семьи. Такое тоже может проиграться. Ну, и по финансам, конечно, нам тоже говорит карта, деньги как будто будут. Вообще, в целом, стабильный период первых 2 недель января. Что же уходит из вашей жизни? Вы знаете, может быть какой-то импульс или по пажу жезлов, это всегда как есть какой-то инсайт, или было наше желание, или то, что прежде, мои дорогие, вы хотели осуществить, и, может быть, вам даже казалось перспективно, вы здесь можете пересмотреть и сказать, а нет, эта игра не стоит свеч. И здесь у каждого по-своему. У кого-то это будет, может быть, на работе, именно тот проект вы решили сделать карьеру, например, да, и заприметили себе или нацелились на какую-то определенную должность. Здесь вы можете передумать и сказать, нет, я пойду еще выше, я сделаю как-то что-то по-другому. Давайте мы посмотрим 3 основных события. Вообще не крупная карта. И от чего откажемся или что уйдет? Нам не говорят вот конкретно, что это будет, но как будто ваши планы вы будете пересматривать, это точно, в сторону стабильности.
Победа, мои дорогие, в каком-то деле это факт. И по этой карте не расслабишься. Да, шестерка жезлов всегда говорит о том, что ваша сильная позиция, безусловно. Но вы должны как будто ее контролировать дальше. 50% успеха только достичь определенной высоты или определенного статуса, или определенного благосостояния, если это как-то через финансы. Но потом держать руку на пульсе – это остальные 50%, чтобы что-то не потерять, удержать. Вот это будет важно. Как будто не расслабишься, нужно все подмечать. Вот, наверное, как по королю Пентаклей. Он готов к любым неожиданностям, как я говорила, и, в принципе, для него это не есть, даже если что-то происходит, это не есть для него, как, знаете, ну, то событие, которое ломает, крушит как-то все его намерения. Нет, он подстраивает, как-то правильно взаимодействует. Вот и вам придется, как и с окружающими взаимодействовать, так и удерживать заданные позиции. Но само по себе, если мы говорим главное событие, в каком-то вопросе точно победа будет. Давайте мы немножко раскроем эту карту. И первую карту мы достанем. Чем дело кончится, как видят карты? Конечно, у каждого своя сфера жизни. А дело кончится тем, что вы не захотите тратить свою энергию куда попало, на кого попало, правда. Или в том направлении, которое вам точно не принесет какой-то прибыли, например, или какого-то успеха, или не будет иметь продвижения. Вам не захочется по этой карте, это карта великой мощи в герметической колоде Таро, девятка жезлов, но эта карта больше, знаете, когда мы словно в обороне. Нас, правда, ничто не должно застать врасплох. И как будто откликаемся только в двух случаях. Первый, когда что-то угрожает, а второе, когда, ну, есть перспектива, и как будто, вы знаете, надо быстро ориентироваться, словно или соглашаться, или взаимодействовать, чтобы чего-то не упустить. Все остальное, какие-то чужие манипуляции или те предложения, которые, знаете, ну такие ни шатка, ни валка, ни да, ни нет. Или наоборот, могут выглядеть, например, как какой-то вау-проект, очень перспективный. Значит, вы быстро, очень рационально сможете сориентироваться. И там, где, ну, у вас недостаточно надежное направление, вы скажете, нет, я в этом участвовать не буду. Вы будете, правда, прагматичны. Вот чем дело кончится. Отметете где-то то, что не имеет значения ни к продвижению, или, может быть, пересмотрите свое окружение в плане людей, которые ненадежные. Вот такое тоже может проиграться. Вам очень захочется, ну, как-то изменить, может быть, как и ваш статус, он сам по себе меняется, так и удержать собственные позиции и окружить себя людьми более надежными. Может быть, кому-то из вас подарит судьба встречу с таким человеком. И не обязательно, вот как король Пентаклей, и не обязательно, что это будет по работе, хотя Пентакли может быть и такое. Может быть, это знакомство с человеком, новым совершенно, с которым вы будете, он вам будет интересен именно своей надежностью. У кого-то такое может проиграться. И ваши интересы, может быть, по какому-то вопросу, делу, теме, по работе совпадут. И думать вы будете где-то в унисон. Чем-то вас могут заинтересовать вот подобные люди. Причем и статусные они тоже. Вот тут такой нюанс, который, может быть, и не для всех проиграется, но, значит, будьте внимательны к своей судьбе, мои дорогие львы и львицы, с кем вас словно сталкивает, сводит, точнее, высшие силы, или сама судьба, или карма, назовите это как угодно. Давайте, чем сердце успокоится, что же это за победа? Вот все то, что я сказала, и еще одна карта, кстати, по пентаклям. И по этой карте, правда, проходят те люди, которые нам приходят на помощь. Или это совместное сотрудничество, которое на долгие годы. Или это ваша какая-то тема, которую вы будете... От чего-то вы откажетесь, вот как я говорила, от того, что наносное, ненужное. Или, может быть, выглядит красиво, а по факту начнешь что-то разбирать, каким-то тезис-планом себе раскладывать и видишь, что да, игра не стоит свеч. А вот как раз какая-то игра, которая лет на 10-20, как марафонский забег,
когда не просто дистанция по времени на долгий период, а по рыцарю Пентаклей, когда мы строим свое благополучие, словно кирпичик за кирпичиком. Рыцарь Пентаклей едет медленно. Почему я говорю про марафон на долгий период времени рассчитан, но это тот успех, который к вам приходит благодаря приложенным усилиям. Это та победа, которую не заберет никто. И это есть прогресс. Для кого-то из вас, чем сердце успокоится, может быть, придется совершить какую-то поездку, которая вам будет либо выгодна, либо как-то вам в ней будет хорошо. Может быть, вы именно отправляясь в какую-то поездку для себя что-то расставите по местам, такое тоже может быть. Но то, что вы определитесь с чем-то, мои дорогие львы и львицы, правда, вы сами можете быть вот в таких энергиях, как король Пентаклей. Также можете встретиться с таким человеком, если у вас подобных людей нет в вашем окружении, и все равно какая-то победа как будто обеспечена. Вы будете, знаете как, и дружелюбны, и рациональны очень одновременно. Карта совет по первому событию. Знаете, перемещений у вас явно будет достаточно. Посмотрите, еще один, во-первых, рыцарь. И это всегда как ваши поездки, так и приезд, может быть, человека к вам. По рыцарю жезлов проходит элемент скорости. Это может быть как скорая информация, когда быстро собраться и отправиться для того, чтобы, опять же, чего-то либо не упустить, либо оказия решить тот или иной вопрос. Либо информация такова, что придется долго не раздумывать, а как-то так себя, ну, как говорят, собрался, подпоясался, поехал. Может быть и такой вариант. Может быть для кого-то из вас как предложение. И тогда по этой карте как будто не стоит отказываться. Мы можем еще не просчитать что-то детально, но попробовать тогда или хотя бы, может быть, если мы говорим откликнуться, будет важно, совершить какой-то телефонный звонок, как карта совет, да, нам говорит, откликайся быстрее на те события, которые приходят в твою жизнь. Это не значит, что мы со всеми соглашаемся или наоборот с кем-то устраиваем дискуссию. Нет, это как минимум сказать, что да, я в теме или я знаю. То есть, ну как, знаете, не выпасть из какого-то фарватера тех событий, которые будут у вас на пороге. Вот отвечать где-то быстро на те скоростные изменения, события или новости, информацию, которая приходит к вам на порог. Может быть такой режим многозадачности. Но ведь, повторюсь, жезлы, много жезлов – это огненная энергия, и поэтому вам как будто понравится. И позиция эта ваша достаточно сильная. Победитель. Второе событие. Шикарно. Туз кубков. В личной жизни будут какие-то приятные новости, может быть, предложения, признание в любви. Хотя и не обязательно, конечно, у кого-то не в личной жизни. У нас, посмотрите, кубок и амброзия как будто переливается через край. Безусловно, это карта счастья, когда всеобъемлющая какая-то стабильность, в чем-то уверенность, когда вы сможете действительно просчитать на не то что на несколько шагов вперед, а правда себе какой-то удачный фарватер продвижения, собственной стабильности, самореализации и самодостаточности. Все то самое, что наиболее важно в нашей жизни, что придает как и уверенность в собственных силах, так и в завтрашнем дне. Особенно в завтрашнем дне. У нас нарисован глаз, прообраз лучезарная дельта, как раз находится над кубком. И сверху все фазы Луны. И вы словно будете первые 2 недели января очень интуитивны. Или карта призывает слушать подсказки своего 6-го чувства, потому что вы именно в начале января можете себе вот то направление, которым следует заниматься, или по части личной жизни, с кем быть, может быть, да, или как развивать ваши отношения. Здесь тоже можно что-то себе на длительный период времени заложить как основу, базу. И более того, составить, правда, какой-то тезис-план, если мы уже говорим о ваших каких-то творческих проектах. И помимо всего прочего, у нас еще рыбы показаны, а рыбы – это один из символов благополучия, благосостояния, финансов, как денежная энергия. Поэтому, мои дорогие, здесь и для души
Здесь и для сердца, здесь и для ума, и для кармана. И, безусловно, повторюсь, карта счастья. Вот какое-то у вас очень доброе, светлое событие. Слушайте свою интуицию, но порадоваться как будто вам придется, просто придется, мои дорогие львы и львицы. Что-то доброе, хорошее, светлое. В чем-то вы не будете сомневаться, а наоборот будет, ну, на 100%, как, знаете, и зеленый свет к новым возможностям, так и определенность в каком-то деле или вопросе. Чем дело кончится? Знаете как, у нас выпадает карта повешенного, а вот здесь не все так однозначно. Смотрите, по этой карте будет важно не согласиться для вас, видимо, выбирать придется. И быть рациональным, и свой статус удерживать тоже. С одной стороны, это может быть такой вариант, если какая-то ситуация, я сказала, по Меркурию была на паузе, и вы были словно в подвешенном состоянии, чем дело кончится. Вот вы определитесь уже или сможете что-то сделать, согласовать, подписать, завершить. Для кого-то из вас это все же может проиграться, это карта тупика. И для кого-то выход будет означать из тупика. Но есть и второе значение, когда вам могут предложение какое-то сделать, как выдавать его за, как я уже говорила, какой-то очень перспективный проект. А по сути есть риск где-то на волне эмоций согласиться на то, из чего потом придется выбираться в одиночку. Будьте внимательны, потому что есть по карте это старшего аркана повешенный, такое значение, когда мы можем словно жертвенности, да, и если вы на что-то согласитесь, потом, может быть, по истечению какого-то времени вы себя не поблагодарите. Хотя, с другой-то стороны, чем дело кончится, какая-то, может быть, тема в вашей жизни становится на паузу по независящим причинам. Смотрите, здесь будет очень важно в первые 2 недели января провести какую-то, ну, словно грань, назовите это демаркационной линией, между теми событиями, как вот по-старшему, если мы говорим аркану, это обстоятельства, то, что приходит извне в нашу жизнь, то, что мы не можем изменить, мы не влияем. Так вот, если то, что от вас не зависит, становится на паузу, как будто педалировать это не нужно. Но если уже какая-то пауза сложилась в вашей жизни, или есть у вас те предложения, будут точнее, за первые 2 недели января, которые вы словно не можете просчитать, мои дорогие, то лучше будет отказаться. Вашу позицию, ваше счастье, ваше благополучие и благосостояние. Это как будто тема номер 1, и это следует удерживать. Чем сердце успокоится? Ну, я вижу так, что для большинства вы сможете, правда, в целом по 5 пентаклей решить вопросы, касаемые финансов, раз, и будете пересматривать отношения 2. И, конечно, у каждого по-своему. Для кого-то выйти из подвешенного состояния будет означать, может быть, и по работе, когда пообещали одни деньги, а по факту пришли другие. Может быть, и отношения, когда тоже что-то обещалось, а потом, ну, все замерло словно, и вам захочется в этом навести порядок. И вы его наведете. Для себя, по крайней мере, вы с чем-то определитесь. У вас будет великолепно, повторюсь, работать интуиция. Вас сложно будет обмануть в первые 2 недели января, и, наверное, будет сложно увлечь какими-то, ну, такими красными речами, такими, знаете, пафосом каким-то, лестью какой-то. Нет. Вот, мои дорогие львы и львицы, вы более конкретике какой-то будете доверять и тому, что надежно. Наверное, отчасти лучше синица в руках, чем журавль в небе. Вот будет ваш такой девиз на первые 2 недели января. Давайте достанем карту совет, как карты видят. Карта праздника. Правда, с кем-то вы тут или с чем-то разберетесь. Можете от чего-то и отказаться. Посмотрите, как сам по себе туз кубков или какая-то в прошлом, может быть, правда, история с учетом Меркурия, который будет со 2 числа, как я сказала, в прямом движении, и вот эта пауза закончится, недопонимание какое-то закончится, или деньги, может быть, задерживались. Скорее всего, вы их получите на этой неделе. Сам по себе праздник
взаимодействие с людьми, карта радости. И здесь у вас туз кубков. И я так думаю, для большинства именно разобраться, вот как я уже сказала, отношения, финансы. Как и решить, может быть, закрыть какие-то финансовые бреши у кого-то, у каждого ведь своя какая-то финансовая история. Здесь будет возможность. Так и с тем, может быть, когда мы говорим, да, кормили обещаниями или за нас водили, и теперь вам больше не захочется где-то быть вот в таком положении. Поэтому и праздник, наверное. Вы очень рациональны будете. Третье событие, правда? Вот был победитель, а стал император. У кого-то это могут быть согласования в высоких инстанциях, подписи, документы. Вы сами вот в этой энергетике будете. Вам именно пересмотреть окружение, правда, захочется, по тем или иным причинам. У кого-то из вас меняется личный статус, такой тоже может быть, мои дорогие. Какое-то предложение для вас может озвучить тот партнер, с которым вы, может быть, встречались, и вы будете продумывать уже какую-то конкретику де юре. Я этого не могу исключить, у каждого по-своему. С другой стороны, это, знаете, старший аркан, и все же с учетом карты победителя, император тоже, как и где-то, как король Пентаклей, понимает, что обстоятельства не будут постоянные. Все время будут перемены. Но то намерение или цель, которую он себе поставил, вот это должно оставаться неизменным. Император не будет рисковать собой, своим добрым именем, своим финансовым положением, не будет рисковать своим статусом, а вот скорее будет корректировать какие-то планы, чтобы усилить только свои позиции. Вообще, это новые возможности для вас, мои дорогие львы и львицы, как будто в первую половину января 2024 года обрастают или делаются словно более конкретными. У каждого свой вопрос в той или иной сфере жизни, но сделать свою жизнь более упорядоченной и понятной вам как и захочется, так еще и пространство вам в этом будет помогать, так и высшие силы как будто добавят интуиции. Давайте чем дело кончится. Карта императора. Шестерка кубков, карта прошлого. У кого-то из вас может быть встреча с человеком, которого вы долгое время знали. Знать-то знали, но, может быть, не видели, не слышали, и вы случайно можете встретиться. Даже, например, с картой императора вы пошли решать тот или иной вопрос к чиновнику, а там увидели чиновника, а он ваш знакомый или знакомая. У кого-то такое может быть, как, знаете, как оказия. Не случайная случайность, и вполне вероятно, такие подобные отношения могут иметь продолжение. Нам не говорят про любовь, нет, но какая-то история как будто имела уже в прошлом начинание, и здесь, может быть, для кого-то из вас эта карта будет просто говорить, чем дело кончится. Людьми, которые к вам относятся искренне. Может быть, это как помощь человека для того, чтобы вы что-либо решили для себя или сумели сохранить свои позиции, может быть так. А также есть еще такой подсмысл, как дипломатия, чем дело кончится. Вы, наверное, действительно в той энергетике императора будете, когда не захочется себе чем-то навредить. Да и здесь у нас девятка жезлов выпадала, и я пояснила ее, сказала, что либо мы чего-то не должны упустить, либо нам что-то не должно помешать. Все остальное, интересы как будто других людей для вас не будут актуальны. Давайте мы узнаем, чем сердце успокоится, мои дорогие. У кого-то признание в любви, развитие ваших отношений, подарки, какие-то приятные события, комплименты, мои дорогие, вообще хорошее настроение, больше позитива с учетом шестерки кубков. У кого-то из вас в целом ваша какая-то личная история, которая добавит вам как и радости, так и вдохновения, какие-то приятные минуты. Но словно даже отношения у некоторых из вас могут перейти на новый уровень. И такое может быть. Именно в более позитивном ключе я об этом говорю. Давайте карту совет. В любом случае, вы будете рады как собственным возможностям, так захочется и свой статус сохранить, так и где-то причесать окружение, и с финансами как будто у вас будет порядок. И вообще очень позитивный период 2 недель января. Не торопись.
Вот совет. Семерка пентаклей. Правда, уделять всему внимание тому, что как надежно, так и на длительный период времени у нас дерево нарисовано, и на нем растут пентакли. И дерево уходит корнями вглубь. Это тоже, знаете, как оплот, как уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне. Нам говорят, что если задерживались деньги, ты как будто не нервничай, правда? У тебя все случится в свое время, все произойдет. И отчасти нам сказали про деньги, что вы их как раз получаете. Более того, кто-то еще и на помощь может вам прийти и деньгами выручить, даже если они задерживаются. И знаете как? По семерке пентаклей, как будто вы сами что-то ускорять не должны. И если обстоятельства вас вынуждают вот быстро какой-то вопрос решить, вот то, что я говорила по аркану повешенный, то тогда вы откликаетесь. Но, видимо, будут и те события, когда вам будет важно уделить, может быть, внимание, время, чтобы наверняка просчитать какой-то вопрос. Вы сами можете что-то поставить вот на эту паузу. И, кстати, вам могут сделать как предложение или словно новые возможности, если мы про личную жизнь. Словно партнер может быть к чему-то готов, я имею в виду ту длительную дружбу, что я говорила, которую, ну, может быть, как раз со стороны партнера есть желание перевести на новый уровень. Но вы, мои дорогие львы, вы будете более рациональны. Ну, по крайней мере, в совет нам говорят, не торопись. Ну и судя по всем остальным картам, вам-то спешить тоже не захочется. Вам может даже, знаете, захотеться именно разобраться с чем-то. И где-то то, что начиналось даже очень хорошо, вы можете, по крайней мере, знаете, видеть это без эмоций. Видеть так, что мне это выгодно или нет, вот с таких позиций рассматривать. Потому что пентакли это всегда есть какой-то материализм, когда не просто эйфория от эмоций нет, а есть какая-то конкретика и неспешность для того, чтобы в чем-то не ошибиться. Вот такие разные энергии, но совершенно удивительные возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы и любимы всегда.